Вкус, да, как такой? Вкусно. Очень вкусный. Мне понравилось. Мне тоже. Очень вкусно. Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня я хотела приготовить вместе с вами узбекские лепешки. Но лепешки мы будем делать, знаете, во-первых, у нас есть такое джиза, называется. Это в переводе значит, мы должны жарить курдючное сало, просто на казане. И вот эти вот как бы вот у нас шкварки получаются. Туда, значит, такие лепешки. Потом, значит, лепешки с зеленью будем делать. Лепешки будем делать с мясом и с укропом. Может быть, еще приготовим в конце самсушки. Давайте приступим. Начнем, значит, мы с нашего теста замешивания. Здесь у нас я буду готовить дрожжевое тесто. Сначала мы должны поставить опару, как всегда. Ну, проверяем, значит, наше. Вот здесь у меня теплое молоко сейчас. Это у меня 1 стаканчик. Я открываю наши дрожжи. Так, добавляю. Буду готовить очень много. Так. Перемешаю немножко. Добавлю сюда я 1 чайную ложку сахара. И вот здесь у меня 2 столовых ложки муки. Ну вот мы сделали, приготовили нашу опару, ну, для того, чтобы проверить наши дрожжи, работают они или нет. Все. Все, я накрываю вот так вот. Они немножко у нас пускай постоят. Сейчас у нас очень жарко, поэтому я никуда в теплое место это не ставлю. Все, проверяем дрожжи наши. Смотрите, как у нас быстро вот поднялись наши дрожжи, да, очень хорошие свежие дрожжи. Так, значит, вот здесь у меня молоко сейчас, теплое молоко, я его специально подготовила. Наливаю сюда вот это наше теплое молоко. Я очень много готовлю, здесь у меня больше 2,5 литров, около 3 литров молока. Так, значит, добавили. Дальше, в первую очередь, я всегда добавляю соль. Здесь вот у меня, смотрите, где-то 50 грамм соли. Но не до конца добавила. Где-то 40 грамм я добавила. И я вот рукой вот так вот беру и просто размешиваю. Она должна раствориться у вас, соль, вот это вот хорошенечко. Молоко у меня теплое. В первую очередь добавляю наши, смотрите. Как они поднялись у нас хорошо, просто вспенились. Наисвежайшие. Очень хорошие тоже. Ничего выбрасывать нельзя. Молоко у вас должно быть теплое, не горячее. А то дрожжи ваши перегорят. Но вы это и сами прекрасно знаете. Так, теперь я добавляю сюда. Опять перемешаем хорошенечко, видите? Немножечко я добавляю всегда. Вот, ну, грамм 50 где-то, знаете, сливочного масла, растопленного сливочного масла. Так. Теперь начинаем замешивать тесто. Вот. Сначала, естественно, просеивайте, как всегда. Начинайте замешивать тесто. Вначале я ложкой, конечно, всегда замешиваю. Муки у меня уйдет много. Я добавляю по ходу. И замешивайте. Вот я замешиваю вот эту вот муку. Еще добавляю, я постоянно добавляю, потихонечку добавляете порциями муку. Обычно, знаете, я сама делаю всегда на глаз. Но здесь для видео, естественно, нужно обязательно объяснять, говорить, сколько уходит грамм, какое количество ингредиентов у вас уходит, естественно. Вот смотрите, какое у вас тесто, да, начинает. Она еще пока у вас такое, ну, пока еще вязкое. Но будем добавлять еще муки. Я добавляю масло. Уже вот немножко погуще. Сейчас руками буду замешивать. Ну, где-то 3-4 столовые ложки. Вот на это количество. Вот. И начинаю руками замешивать.
Видите, у вас какое тесто получается. Ну, такое мягкое уже. Но еще липнет пока. Вот. Можно лепешки делать и на воде. Знаете, можно на молоке делать. Все по-разному, но я сделала на молоке. Конечно, вкуснее получается на молоке. Вот, смотрите, я месила. Теперь я хочу выложить это на стол. Видите, надо припылить вам обязательно вот эту доску. Выкладывайте. Опа, все. Дальше будем продолжать. Немножечко я, видите, припылю ее. У нас такое тесто получилось хорошее. Немножко на столе тоже помешаем. Если липнет немножечко, муку можете добавлять, ничего страшного. Вот так вот мы помесили хорошенечко. Все, а теперь вот мы опять сюда, вот в эту емкость выкладываем наше тесто. Все, вот мы тесто вот это выложили сюда, опять в эту нашу емкость. Где-то здесь 12 литров у нас. Все, смотрите, вот смотрите, какое у меня тесто. Видите? Вот, мягкое такое, знаете. Все, теперь мы закрываем. Ну, ставите, конечно, вы в теплое место, если прохладное время года. Сейчас у нас очень тепло, поэтому я просто так вот закрыла крышкой, и будет оно у нас стоять. Значит, мы сейчас еще приготовим, знаете, джиза. Я как вам сказала. Джиза как делать? Курдючное сало берем мы, нарежем его и будем его жарить. Прожарить. Шкварки, как будто у нас говорят джиза по-узбекски. Ну, кубиками режем. Вот они у нас, видите, прожарились. Джиза. Или шкварки, вот как называют их. Вот я их вываливаю, беру. У нас первый раз как поднялось тесто. Мы его вот так вот возьмем и опустим, чтобы углекислый газ лишний. И опять оно у нас постоит. Шикарное тесто получилось, пышное. Смотрите. И опять поставим, пускай немножко постоит. Я пока начну готовить сейчас начинки. И начнем потом уже выпекать будем лепешки наши. Все, и закроем. Ну вот поднялось наше тесто. Шикарно, конечно. Вот видите. Второй раз. Второй подъем теста. Обязательно опустить вам нужно. Ну все, будем выкладывать. Давайте наше тесто. Надо сначала припылить вот так вот вам эту доску нашу разделочную. Видите, у вас посуда полностью чистая почти. Вы не будете с ней сами заморачиваться. Вот поэтому я пластиковый готовлю. Все. Все, а теперь мы будем разделывать наше тесто. Шикарное тесто получилось. Теперь я буду разделывать его полностью. Потихонечку будем сразу на лепешке вот так вот выделять. Каждую лепешечку. Вот так вот. И сразу. Почему я немножечко вот сейчас побольше взяла как бы тесто? Просто я буду сейчас вам потом объясню, покажу. Внутри буду делать начинку я для вот этих больших специально. Вот так вот. Тесто такое мягкое, нереально воздушное получилось. Очень красивое тесто. Просто вот берете и вот так вот, смотрите, скатываете. Вот, здесь рука вам вот это вот помогает. Внизу. А здесь вот перекручивается. Раз, перекрутили, назад. Перекрутили, назад. Вот такие у вас получаются колобочки, или у нас по-узбекски называется зуваля. Каждое тесто вот так вот я беру. Ну, у меня много вот таких вот. Они такие дешевые вот эти вот.
одноразовые. А такая хорошая вещь, такая удобная. На каждое тесто. Чтобы оно и не будет сливаться. А раньше, вы знаете, я закрывала целлофаном, оно сливалось все. Вот такие, смотрите. Это вы, наверное, знаете, прекрасно везде продается сейчас. Раз. Взяли, закрыли, положили. Все. Мы сделали наши колобочки. Пускай они у нас немножечко постоят. Ну, посмотрим, за сколько они. Минут 15, может быть, постоят. Вот смотрите. Будем делать потом, значит, какие-то будем делать лепешечки с начиночками. Какие-то просто так сделаем. Вот так. Так. Значит, как я вам сказала, я буду лепешки готовить с несколькими видами начинок. Значит, несколько лепешек я сделаю с мясом, вот с укропом и помидорчиками. Потом вот джиза, видите? Или вот прожаренное, вот смотрите, я сделала. Курдючное сало. Из этого тоже буду делать. Потом хочу с зеленью приготовить тоже. Там зелень будет, вот лук будет у нас. Еще добавим, значит, может быть, немножечко сала или масла сливочного. И немножечко я в конце хочу приготовить сам сушечки. И еще просто слоеные тоже хочу лепешечки приготовить просто вот со сливочным маслом в прослойке. Все. Начинаем готовить первую начиночку нашу. Мелко нарежется мясо кубиками, как обычно. Тумбайова, курдючное сало тоже добавлю кубиками, порежем мелко-мелко, немножечко. Это будет очень вкусно. Смотрите, вот мы сейчас мясо порезали, немножечко курдючного сала порезали, а теперь вот я начинаю помидорчики резать. Тоже так вот кубиками. У меня более-менее твердые помидорчики я подобрала. Ну, любые можете. Ну, когда слишком много, конечно, у вас сока, если выделится, тогда вы уже уберете это лишний сок. Вот так вот берете. Это у нас начинка идет с помидорами сейчас, видите? Сейчас еще немножечко добавлю помидоров. Я сюда и хочу добавить обязательно укроп. Сюда я лук не добавляю. Вот так вот. Хвостики толстенькие уберем. И начинаем резать. Добавляю сюда. Ну и все, начинаем приправлять. Добавьте немножко соли. Так, дальше. Вот сюда я кумин не добавляю, кстати. Вот сюда не надо. Черный перец. У кого какие предпочтения. Кто что хочет, только добавляет. Так вот. Немножко красного перчика. Немножечко горького перца тоже можете добавить. Очень приятно бывает. Вот эта начинка очень приятная. У меня старший сын любит. Он не любит у меня лук. Из-за него я вот так вот готовлю. И, между прочим, очень хорошо получается. Все. Вот эта начинка у нас готова. Вот она. Все. Тесто очень красиво поднялось. Вот наше тесто, видите, как поднялось. Оно пушистое такое. Вот. Легкое-легкое. Нереально получилось. Все, и начинаю разделывать. Снимаю вот эти шапочки. Все, и начинаю делать нашу первую начинку. Немножечко обмакивайте руки. Немножечко припыляйте, естественно. И вот прям руками вы можете так вот прям распределять. Видите, скалочку так раскатайте. Пласт. И потом на него начинку. Я вам сейчас все покажу. Вот раскатали мы пласт. И мы выкладываем вот это вот наша половина начинки. Я еще такой же сделаю. Все. И вот так вот берете и распределяете.
Эта начинка у нас с мясом, зеленью, с курдючным салом. Вот вы распределили, да, вот всю начинку, да? А теперь берете и вот так вот заворачиваете тесто хорошенечко, да? Так вот немножечко натягиваете на себя и заворачиваете вот так вот, чтобы оно у вас там воздух, старайтесь, чтобы не слишком оставался. Вот. Вот. И вот эти края вот так вот немножечко защипите их. Видите, у вас вот получилась вот такая вот. Теперь дальше будем. Теперь возьмем, из этого мы сделаем где-то штуки 3 или 4 лепешечки. Раз, два, три. Теперь берете, вот видите, у вас вот это вот, да? Мукой немножечко припыляете. Берете вот так вот, закрываете. Видите, вот так закройте, защемите. Видите? И вот так вот. Вот. И сделайте вот так вот. И оно у вас должно опять постоять. Да, оно немножко будет вылазить, это не страшно. И то же самое со вторым делаете. Вот так. Мукой припылите. И с двух сторон вот так вот закройте. Понимаете? Вот так. То же самое со всеми остальными. Вот так вот вы будете делать. И сверху уже потом придавите. Вот смотрите, вот. Так раз и придавили. Вот так поставить. Потом мы опять закроем, оно постоит у нас. Все, раскатали. Вот я специально растопила сливочное масло. Вот прям берете вот так, немножечко наливаете. Вот. И потом уже кисточкой вот так вот. И вот так вот начинаете хорошенечко натягивать. И заворачиваете. Старайтесь, чтобы у вас, конечно, воздух не попадал сюда. Для этого вы натягиваете. Вот так вот берете, растягиваете тесто. Вот так защемить надо вам. Опять то же самое будете резать. Вот так, посередине. У вас вот такая вот, видите? И вот как вы вот так вот, видите, сложили вы. Вот так вот прижали. И все, мы тоже сейчас положим, она постоит у нас. Еще один вид начинки, смотрите. Вот то, что я пожарила, вот это вот курдючное сало. Такие шкварки у нас получились. Джизса мы говорим. И теперь буду добавлять сюда лук. Курдючное сало. Берете мелко-мелко режьте лук. Так вот. Бывает очень вкусно тоже. Вот этот вид. Добавляю соль, как всегда. Немножечко черного перца. Только сюда кумин не надо. Вот добавляю еще горький вот такой красный перец молотый. Сладкий перец молотый. Паприку. С луком вот вы смешали. С приправами. Так вот в рулетик закручиваете. Беру сыр моцарелла, добавляю вот сюда. Сейчас через терочку я. Добавляю сюда масло. Любое растительное можете добавить. Оливковое, солнечное. Это уже на ваш вкус. Так. Соль немножечко, потому что сыр тоже он бывает много соленым. Это моцарелла у меня сейчас. Так, перчик обязательно. Горький. Красную паприку. Ну все. Все у вас готово. Еще одна начинка. Соль, приправы, это уже на ваше усмотрение, по вашему вкусу, как вы хотите. Точно так же заворачиваем рулетом. Натягиваем на себя
и заворачиваем. Начинаем формировать наши лепешечки, те, которые я вот сделала с помидорчиками. Припылять их, потому что это же помидоры. Все равно выделяется сок всегда. Обязательно вам надо застелить лист пергаментной бумагой. Вот так вот берете и выкладываете на лист. Они у вас очень пухлые, понимаете? Из-за того, что там вот начинка с помидорами. Мягкие они. Так, вот я опять, вот у нас называется по-узбекски вот это вот чекич, я не знаю. Если кто-то знает, как это, я не знаю, как перевести. Ну, кого нет, можете вилочкой просто вот так вот пройтись. Все. И теперь вы должны вот так вот смазать. У меня вот здесь желток и катык или кефир. Смажете и в духовку. У меня разогретая духовка до 200, вообще до 250 градусов я буду выпекать эти лепешки. Вот у нас прошло 30 минут ровно. Наша лепешечка, первая партия, те, которые с помидорчиками, вот они готовы. Вот так вот в конце раз, вот так, раз водичкой. Вот так вот раз смажете. Вот я фарш приготовила, немножечко картошечки я тоже добавила. Я небольшое еще количество самсы хочу сделать. Вот. Черный перчик. А вот сюда, конечно, я добавлю зрайший. И обязательно сюда добавляю самсу уже. Зрай, кумин. Классика. Все. Я, как всегда, немножечко, одну столовую ложку добавляю маслечко. Я всегда очень осторожно перемешиваю. Аккуратно так, не выжимаю. И вот смотрите, я приготовила, вот сейчас я уже буду формировать самсу. Начинаем наши самсушечки. Вот так вот. С 4 сторон вот так вот можете порезать. Это типа такая розочка самса. Вот так вот берете, вот так закрываете. Потом вот так вот прям по ходу, по кругу. Раз, и последний вот это вот закрываете. И получается вот такая вот розочка. Все. Ну что, приготовили мы наши вот лепешки. Уже, правда, поздно, но ничего.
целый день почти у нас ушел. Ну, много времени ушло сегодня. Ну, давайте попробуем. Да, Хамдеке. у нас на кухне сейчас такой аромат стоит, не передать на камеру. И такой красивый, и запах классный. Так что будем пробовать. Давайте начнем. Смотрите, вот я сделала с несколькими видами, да, начинок. Вот будем думать, да? Теперь смотрите. Я хотел с джиза попробовать. Давайте. Если- Джиза или вот с курдючным салом, да? То, Да, что я делала? да. Наверное, вот это вот. Я думаю, вот это. Ну, Сейчас. давайте попробуем. Сейчас посмотрим. Вот он, джиза, вот она, видите? Вот это вот, видите? Вот жирочек вот у нас есть. Вот внутри, видите? Они очень вкусные бывают. Давайте, попробуйте. Я тоже попробую. Да, вкус Вот здесь вот хорошо тоже. классный. Вот это я понимаю. Особенно вкус, да, как такой? Вкусно. Очень вкусный. Мне понравилось. Мне тоже. Очень вкусно. По такой, когда вот именно кушаешь, такой аромат вот так вот, будто выходит. Да? Да, очень классно. Такой приятный. Да? Реально, Джизан. джизан. Вот джизан анакасы, да? Джизан, Вот джизан. по-узбекски. У Мгм. нас говорят вот курдючный салат. Курдючный салат. Тоже очень приятный, а? Очень вкусно. Давайте я вам получилось. чай налью. Давайте. Тоже. Лепешки с чаем. С зеленым чаем вообще Зеленым очень чаем, хорошо. конечно. Надо. Мгм. Ахмат. Анвару тоже налью. Завтра детям все передам тоже. Особенно вот с помидорами. У меня старший мой сын, я говорила, с помидорами. Очень любит. Без лука, он лук не любит у нас. Так, дальше будем пробовать, да, у нас? Еще я приготовила с зеленью. По-моему, это все-таки вот это вот зелень, да? Ну-ка. Зеленью, помните, с луком, да? Вот сейчас, Да, вот да, смотрите. Вот она, зелень, лук. Вот внутри вот это вот все вот так приятно. Так красиво, да? Вид красивый. Да, А да, теперь вообще. попробуем. Давайте попробуйте. попробуем. Хандаке. Такие Вот приятные. тоже вкусные. интересный запах Да? получился, да. Ну-ка. Вкусно очень. Вкусно, да? Да, Хрустящие такие. очень вкусно. М, Даже интересный такой вкус. Очень. Здесь вот и укроп запах, да? Да, И зеленый лук, да? Приятно, да? очень приятно. Мгм. Очень вкусно. Вот это у нас с помидорами. С помидорами и с мясом. Вот смотрите. Вот. Вот это вот начинка. Внутри, вот видите, помидорчики, мясо. Сочные тоже такие, вы знаете, получились наши лепешечки. Зелень тут у нас. Вот. Можете попробовать. Да, запах Себе классный. тоже я. Будем пробовать. Удивительный такой вкус. Приятный. Кислинка, да, есть какая-то? Да, да. Так какая-то это от кислинка. помидорчиков идет кислинка? Да, да, да. Вот. Так, запиваем чай. Дегустация продолжается у нас. Теперь Внутри смотрите. вида испробовали. Да, попробовали 3 вида. А теперь вот смотрите. Я еще приготовила со слоеным, да? Нет, это не это. Слоеные вот такие, просто сливочное масло, да? Вот смотрите, прям хруст такой идет. Смотрите. Такие вот слоеные у нас На получились. котлама Смотрите. похоже. Вот, ну это и как котлама, но он это просто Да, из я дрожжевого. люблю котлама, Да. а это Очень хлеб. похож. Смотрите. Да, да, да. Вот он прям вообще- слоистое такое. Вообще интересно, да. Давайте, пробуйте. Понравится вам? Ой, это тоже мне понравился. Вкусно. Очень приятный такой вот вкус. Со Прослойка сливочным вот. маслом тоже очень вкусно да, получилось. Особенно, знаете, с понравилось. горячим чаем, Да, не говори. иногда с лимончиком. Очень приятно. Такая вот у меня. Вот одна вот такая вот получилась. Вот. Хрустящая. Я попробую, я люблю. Нравится, да? Хрустящий такой, да? Вкусный. Очень хорошо получилось. Ну что, давайте тогда попробуем теперь самсушка, да, Хандаке? Да. Начинайте, Давайте. мощно. Попробуйте. Какая вам нравится больше всего? Ну вот на меня смотрит. Вот, Вот давайте, это вот. как раз. Да. Берите, пробуйте. Ну-ка. О,
Такой сочный, ароматный получился. В виде розочек таких вот. Ну, из дрожжевого теста. Ну, он и вот на пирог тоже похож. Да? Да, вкус пирога тоже. Да. Вообще неповторимый вкус. Ну, смотрите, значит, я сегодня приготовила очень большое количество. Здесь очень много лепешек, много очень начинок разных, да? Вы можете приготовить на малое количество. И какую-нибудь начинку можете себе выбрать. Ну, может быть, и поделитесь комментариями, какая начинка вам больше всего понравилась. От ваших комментариев, знаете, я тронута до глубины души. За ваши такие отзывы, за ваши приятные комментарии, за вашу связь, которая появилась между нами. Желаем вам здоровья, счастья, процветания. Ставьте, пожалуйста, лайки нам. Мы будем очень рады вам. И до новых приятных встреч.